У меня уже есть несколько высохших ягодок, они не пачкаются. И сейчас я вам покажу, как можно сделать чашелистник и саму серединку ягодки. Очень легко, просто и, я считаю, достаточно реалистично получается. Для этого у меня есть вот такая форма. По ней я уже, по-моему, делала мастер-класс. Их несколько в упаковке. Я взяла самую маленькую. Из зеленого цвета уже сделала заготовку. Обязательно слегка прохожу края и поочередно начинаю протягивать каждый зубчик и немного его сплющиваю. За счет того, что у живой натуры они уже такие засохшие, увядшие, поэтому особо определенной длины я не увидела. Некоторые даже вот 1-2 зубчика у живых. То есть, если где-то вы оторвете или сделаете короткий, это придаст большей реалистичности. Притянули и немного приплюснули. Я сразу делаю несколько, так удобнее работать. Аккуратно снимаем. Сначала я делаю надрезы. Допустим, 1, 2, 1 пропускаю и 3. И с противоположной стороны. Стеком истончаю край и немного протягиваю еще раз. Видите, он изгибается. Идеально ровные я не делаю. Даже оторвался. Очень аккуратно подтянули. Клей ПВА. Совсем немного смазываем носик, внутри носика. Прикладываем по центру и прижимаем. Можно дополнительно и загнуть.
одну и вторую деталь. Также рассматривая, сейчас у меня тут, они уже совсем засохли, ягодки. Я рассматривала серединку, и как таковых тычинок, которые торчат, допустим, как у чайной розы, я не увидела. Вот они очень плотные такие, и, если честно, даже вот не могу описать. В общем, я нашла выход, как это сделать. Очень легко и просто, без тычинок. Вот, давайте еще раз покажу. Ну, я считаю, что очень похоже. Вот еще. Так, для этого берем зеленую глину. В центре смазываем клеем. Отщипываем небольшой кусочек, приблизительно 2 миллиметра. Катаем шарик и вкладываем. Немножечко прижимаем. И теперь стеком делаем большое количество дырочек. Сначала по краю, чтобы оно приклеилось. А затем немного можно приподнять, собрать по краям. Вот такая заготовка. Она должна высохнуть, и ее украсим. Небольшой шарик. Выпуклая часть должна получиться. Много-много растыкаем. И по краям собираем обратно в центр. Для окрашивания понадобится красная, или можно пурпурную, фиолетовый и травяная зеленая. У меня вместо фиолетового фиолетовый хинокридон. И разбавитель. Плюс тоненькая кисточка. В основном они идут такие зелено-коричневые. Поэтому мы смешиваем красный и небольшое количество зеленого. Также второй оттенок фиолетовый и капельку зеленого. Я перестала использовать черный цвет. Мне больше нравится такой глухой темный цвет в сочетании вот зеленого и фиолетового. Так, светло-коричневым мы наносим сначала с изнаночной стороны у основания. Натираем кисточку и протягиваем оттенок.
Теперь с лицевой стороны. Также в центре немного коричневого в прожилке по центру. И растянули. Другой можно добавить еще немножечко красного, чтобы получился такой кирпичный оттенок красно-коричневого. И также прокладываем по центру в прожилке. Немного растушевали. Можно добавить зеленого по краям. Это создает ощущение, что оно только-только начинает увядать. Делаю это я не во всех случаях, чтобы они получились разные. Так, теперь второй оттенок, который мы создавали, очень темный. Хочется еще более темный сделать его. Набираем вместе разбавителем, чтобы краска была жидкая. И теперь сначала по краю наносим активно цвет. Кисточку вытираем и добавляем немного разбавителя. Вот такая серединка получается. Частично окрашенная. И за счет этого кое-где выделяются тычинки. И достаточно реалистично. Опять же по краю вместе с разбавителем. Вытираем кисточку. И еще раз проходимся уже по центру, чтобы растеклось. Где-то по желанию я добавляю еще немного красноты. Вместо зеленого. То есть на первой я делала больше зеленый оттенок. На второй я делаю более активные, пожухшие. И последним этапом слегка обжигаю края. И можно немного пройти зеленым ствол у основания. Я уже собрала веточки шиповника и, как обычно, показываю вместе с живой натурой. Сейчас я их сорвала, и они уже, конечно, очень доспели. Изначально я срывала, они были зеленоватые ягодки, и создавала эффект только-только начинающих спеть. Поэтому оттенок уже немного отличается. Плюс натура мокрая, у нас идет дождь. А это по желанию можно дополнить цвет. Так. Вот они живые. Ай, колятся.
И вот я уже собрала веточки. Единственное, еще не протонировала сам ствол. Листва тоже, как вы видите, чуть светлее сделала изнаночную сторону.